Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Сегодняшний наш прямой эфир посвящен событиям на Валдае. Тема о том, как шайка упырей пытается оправдать свои преступления. Итак, начнем. Новостная повестка сейчас очень насыщена, и львиная ее доля, конечно, посвящена выборам президента США. Но сегодня мы с вами, друзья, вернемся, как говорится, к нашим баранам. Я имею в виду не столь значимое событие по мировым рейтингам, но все же вызывающее определенный интерес у определенной части моей аудитории. А именно заседание дискуссионного клуба «Валдай», и в частности выступление на нем международного преступника, террориста и убийцы Путина. Ничем примечательным речь пыжащегося в своих потугах доказать свою значимость и право на общение с цивилизованным миром Путин со своей претендующей на второй пуп земли нищей России не отличается. Но, друзья, мы с вами все же уделим этому дерьму внимание с той лишь целью, что эти нищеброды и оборванцы не без попустительства США узурпировали права распавшегося СССР на владение ядерным оружием и вето в Совете Безопасности ООН и представляют реальную угрозу не только подвергшейся неспровоцированному вторжению Украине, но уже и всему цивилизованному, подчеркну, цивилизованному миру. Итак, друзья, о чем же этот хрен с бугра вонял? Первое, что бросается в глаза, это пыль о том, что кто и когда придумал международное право. Но то, что Путину, объявленному в международный розыск, не нравится международное право, это понятно и козлу. Но непонятно то, что где этот ублюдок нашел такое количество козлов, которые наслаждаются, слушая изрыгающуюся из уст Путина антиправовую апологетику. Поистине можно было бы даться диву от их подбекивания и подмекивания, но деструктивное начало, которое на данный момент возглавляет этот упырь, все же по закону притяжения подобного к подобному собрало вокруг него существенное число слушателей и сторонников. Мы с вами, друзья, как я надеюсь, не входим в это число, и поэтому, не поддаваясь угрозам и панике, произведем объективный анализ того деструктива, который гнездится в башке этого урода. Нам с вами, друзья, следует понимать, что эта тварь заражена неизлечимой жаждой ничем не ограниченной власти, ради которой этот подлец готов убивать, убивать и убивать всех, кто отвергает его гнусный образ мысли. Поэтому мы с вами, друзья, со всеми предосторожностями займемся тем, что вычленим и вытащим наружу тот порок, которым этот ублюдок пытается заразить весь мир. И первое, о чем эта гнида заявила, так это о том, что либеральная идеология имеет тоталитарную суть. Понимаете, друзья, этот духовный последователь Сталина, который продолжил имперскую и колониальную традицию на территории бывшего СССР, а также идеологический потомок Гитлера и Муссолини, не моргнув глазом,
объявляет тоталитарной систему западной демократии. Систему западной демократии, где реализован консенсусный принцип принятия решений, то есть единогласность. И это в то время, когда он сам в стране, которой он навязал свою абсолютную и несменяемую власть, он сам утвердил в стране, в которой он с помощью своего невероятного унижения, предательства и террора установил свою практически абсолютную власть. Теперь это чудовище, впивающееся своим нечестивым ртом в пупки невинных младенцев, этот диктатор, обрекший население России на тюремное заключение и смерть просто за то, что они противятся созданной им системе угнетения, этот узурпатор и тоталитарный диктатор пытается навязать свою систему угнетения миру, завоевавшему свой либеральный образ мышления и образ жизни огромной ценой, объявляя себя полюсом противостоящим либеральному, то есть свободному миру. И как же он это делает? Средство, используемое этой гиеной, это насилие во всех возможных его проявлениях, включая пытки и убийства. Но что еще более чудовищно, так это то, что для достижения своей кровожадной цели, этот утилизации ненавидимой им суверенных держав. Что? Да, вы не ослышались. Он ратует за то, чтобы возглавляемый им преступный режим имел, как и другие цивилизованные демократические государства. Так сказать, борется за права и свободы не для человека, а для возглавляемой им шайки разбойников. Он говорит, что возглавляемая им шайка обладает суверенитетом и поэтому имеет якобы полное право на место среди цивилизованных стран с развитой системой демократических институтов, приверженных идее либерализма, обеспечивающей права и свободы каждому своему гражданину. Причем, ратуя за уважение суверенитета своей разбойничьей шайки, он, Путин, абсолютно ни во что не ставит суверенитет других стран, отрицая право на существование государств, не признающих его преступного режима. Так что, друзья, опасайтесь той демагогии, которой этот негодяй пытается вас одурачить. И поэтому я еще раз повторю то, как именно он пытается вас соблазнить. Первое. Он называет тоталитарной либеральную идеологию, обеспечивающую права и свободы каждого человека в странах, где эта идеология представляет собой систему правил, какими руководствуются власти этих стран. Второе. Он требует предоставления его преступной шайке права и свободы в рамках той же либеральной идеологии, называя это многополярным миром. Вы понимаете, отказывая в праве на реализацию прав и свобод подвластным ему людям, он требует обеспечения прав и свобод возглавляемой им шайки. Но, как он сам же и сказал, что по известной пословице, как аукнется, так и откликнется. Мир откликается также на его требования, как он аукает в адрес подчиненных ему людей. Путин аукает в адрес своих подчиненных насилием, террором и отрицанием прав и свобод, присущих либеральному миру. А мир
откликается ему отрицанием права его разбойничьей группировки на равные права с суверенными, либеральными, демократическими государствами. Мир откликается ему санкциями, все сильнее уничтожающими ту материальную базу, которую этот преступный режим использует для достижения своих преступных целей. Следующим финтом ушами российского диктатора является его примитивное представление о межгосударственных и, в частности, украино-российских отношениях. Российский маньяк в своем ультрапримитивном уровне, пытаясь хоть как-то представить логичность своих действий в отношении суверенной Украины, с какого-то перепугу заявляет о том, что якобы Украина в своей декларации о суверенитете, который этот недавно спустившийся с дерева человекообразный и поэтому не умеющий читать официальные документы неуч, пытается с помощью своих недоразвитых мозгов цитировать. Якобы обязалась не вступать ни в какие блоки и стать постоянно нейтральным государством. Это он, для кого этот трюк исполняет. Для таких же, как и он, человекообразных с гранатами в руках, любой, обладающий интеллектом на среднем уровне человек, читая декларацию Украины о суверенитете, увидит в тексте этой декларации не обязательство стать нейтральным и безблоковым государством, а намерение в необозримом будущем стать государством с нейтральным статусом. Что касается этого момента, то, как говорят, почувствуйте разницу между обязательством и намерением принять на себя это обязательство в будущем. Эта свинья такой разницы не чувствует и своими замутненными зрительными органами и грязными мозгами пытается таким же, как и он сам, впарить свой бред о том, что якобы написано в Декларации о суверенитете Украины, которую он почему-то называет Декларацией о независимости. Именно поэтому этот недоавстралопитек пытался навязать украинцам свое видение о суверенитете Украины. Вначале в виде Минских соглашений, а потом в виде Стамбульской декларации. Не уважая суверенитет других стран, этот идиот хочет добиться уважения суверенитета для возглавляемой им шайки преступников. Но закон здесь один. Как ты поступаешь с другими, так будут поступать с тобой. Реализация этого закона требует уничтожения преступной с недоразвитыми интеллектуальными способностями шайки Путина, а не диалога с ним и его подельниками для обеспечения им сохранения лица и реализации их преступных интересов. Но, друзья, давайте не будем впадать в иллюзии. Бандит со своими подельниками должен понести заслуженное наказание, и приведение этого наказания в исполнение – задача всего мирового сообщества, то есть нас с вами. Что касается многополярного мира, который Путин пытается представить своим ноу-хау, то этот многополярный мир давным-давно уже реализован в рамках систем Штатов США и Союза суверенных государств ЕС. Именно против так возвеличиваемого им многополярного мира, появившегося задолго до того, как этот выродок появился на свет, против многополярного мира, реализованного политическими системами США и ЕС,
и воюет преступный режим Путина. Именно против того, чтобы расширялся и развивался многополярный союз суверенных государств ЕС, воюет Путин. Против США и ЕС воюет Путин, убивая граждан Украины и требуя от всего мира признания своего права на убийство граждан страны, единственной виной которой является желание присоединиться к цивилизованному многополярному миру США и ЕС. Но надо понять, что никакими угрозами и никаким террором Путину не удастся завоевать свое место в многополярном, либерально-демократическом, цивилизованном мире. Вот о чем, друзья, я хотел вам поведать в связи с тем, о чем я прочитал, что я услышал и что узнал о происшедшем преступном сходняке под названием «Дискуссионный клуб Валдай», состоявшемся 7 ноября 2024 года в городе Сочи. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте это видео, распространяйте его. До новых встреч!